Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю торт амаретто со вкусом и ароматом всем известного знаменитого ликера амаретто. Сразу говорю, что торт мы будем готовить в безалкогольной версии сегодня. Торт, конечно же, такой взрослый, мужской, я бы даже сказала, торт. Торт готовится совсем несложно. Все покажу и расскажу в данном видео. Итак, сначала приготовим коржи. Здесь у меня 3 яйца среднего размера комнатной температуры весом примерно по 50 грамм, без скорлупы, щепотка соли, 2 пакетика ванильного сахара по 8 грамм и от общего количества сахара 140 грамм добавляю частями и взбиваю вот эту яичную смесь примерно 3 минуты, не более. Также я ввожу сейчас туда 75 грамм растительного масла без запаха, 75 миллилитров молока комнатной обязательной температуры, не холодного. Все это просто перемешиваю, ни в коем случае больше ничего не взбиваю. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции. Выпекать будем на среднем уровне. Духовку при выпекании не открываем, чтобы корж не оседал. 190 грамм муки просеиваем в массу. И также 9 грамм разрыхлителя для теста. Это примерно 2 чайные ложки, практически без горки. Перемешиваю тоже все венчиками, не лопаткой. И здесь очень важный элемент – это ромовая эссенция. Здесь у меня можно добавить 2 столовые ложки коньяка. Я же добавляю ромовую эссенцию, потому что у меня безалкогольная версия. Бисквит получается очень богатый во вкусе, легкий в то же время и идеально дополняющий начинку. Бисквит здесь с собой он просто дополняет вот ту интересную начинку, которую буду показывать далее. Итак, тесто готово. Выливаем в форму. Форма у меня 20 сантиметров в диаметре. Форму ничем не смазываю. Дверцу духовки при выпекании не открываем. И сейчас выпекать будем на среднем уровне примерно 35 минут. Проходимся вот так деревянной шпажкой, чтобы вышли все лишние пузыри из теста. И убираем сейчас в духовку. Бисквит испекся. Буквально 35 минут у меня для этого потребовалось. Он полностью остыл у меня при комнатной температуре. И я его сразу же, как только он остыл, достаю из формы сейчас, вырезаю. И сразу же его можно нарезать на коржи. Этот бисквит очень универсальный, с ним очень легко работать. На вкус он очень напоминает шифоновый бисквит. А в данном случае с таким богатым ромовым ароматом он у нас идет. 3 коржа получилось. Крем я готовила в предыдущем видео. Это крем у меня шоколадный трюфель. Готовлю я его на сметане, без яиц. Ссылку на подробнейшее видео по приготовлению данного крема я оставлю, конечно же, в описании к данному видео. И все пропорции также напишу, которые потребуются нам для приготовления вот именно этого торта амаретто. Крем очень шелковистый, очень богатый во вкусе. Также нам для этого торта понадобятся вот такие печенья амаретти. Я их готовила тоже в предыдущем видео. Ссылку на их приготовление я оставлю также в описании к данному видео. И пропорции к данному торту мне нужны будут совсем небольшие. То есть буквально 100 грамм миндальной муки, 10 печенек вот таких мне потребуется, 8-10 из 100 граммов муки. Ссылку на подробное видео по приготовлению данного печенья я, конечно же, оставлю вам в описании к этому видео. И
Все пропорции на тесто на 100 грамм миндальной муки, на эти 10 печений, я также вам оставлю. Нарезаю вот так вот каждую печенюшку мелко, такими вот квадратиками, и буду использовать их в начинке торта. И все печенья нарезаем таким образом. Теперь приготовим сливочный крем. Здесь 250 мл сливок, не менее 30% жирности, очень холодных, 16 грамм ванильного сахара, 30 грамм сахарной пудры и 250 грамм сыра маскарпоне. Маскарпоне тоже очень холодный у меня сыр, и взбили вот до таких устойчивых пиков. Начинаем сборку торта. Корж я пропитывать здесь буду просто холодной кипяченой водой. Почему я это делаю? Потому что все достаточно насыщенно сладкое в данном торте, и я не использую здесь алкогольную пропитку уже, потому что сам корж выпекался уже с ромовой эссенцией. И когда он выпекается уже с ароматизатором или с алкоголем, он будет по вкусу более естественный, более нежный, чем когда мы будем его пропитывать алкоголем. Половину нарезанного печенья я выкладываю на небольшую часть крема. И сейчас я также покрою такой же небольшой частью крема. Крем я разделила примерно визуально на 3 части, чтобы мне 2 части использовать для начинки, и 3-й частью крема я выровняю этот тортик. Полностью должна закрыться у нас миндальная вот эта прослойка. И теперь я также из кондитерского мешка наношу сливочный крем. Сразу я хочу сказать, что этот торт нарезать нужно только на следующий день. Он должен отстояться ночь в холодильнике. Очень важно, чтобы в этом торте связались все вкусы. Здесь очень интересное послевкусие этого торта, так как коржи сами по себе буквально невесомые, они очень нежные и мягкие, то сначала, когда мы его откусываем, кусочек этого торта, мы ощущаем вот этот воздушный корж, сливочный крем, трюфельный крем, и только последним, как бы во вкусе, в послевкусии остается вот это печенье амаретти. И вот эти все связанные вкусы, они именно и дают вот это послевкусие знаменитого ликера. Сразу хочу ответить на вопрос, можно ли использовать марципановую массу. Я не советую, потому что марципан, он тоже как бы пахнет горьким миндалем и на вкус имеет его, потому что у марципана совершенно другая текстура, совершенно другое послевкусие. Здесь, благодаря тому, что на белках готовится это печенье, вот оно так разжевывается очень специфически, и поэтому здесь я, конечно же, использую вот само это печенье. Также на вопрос сразу хочу ответить, можно ли это печенье испечь более мелкого такого формата. Можно, но слишком много уйдет на корочку. Весь вкус уйдет вот в эту подзолотившуюся корочку. И вкус как таковой миндальный, он потеряется. Поэтому я всегда использую печенье более крупное и нарезаю его вот на такие вот квадратики. Здесь выровняла вот таким рифленым шпателем. Посыпала посыпкой. Это просто как один из вариантов украшения. То есть этим кремом очень хорошо можно выравнивать торт. И здесь остатками сливочного крема украшаю просто вот так вот на скорую руку. Выставляю одно печенье туда и миндальным орехом также дополняю вот это украшение. Убирала на ночь в холодильник, сразу говорю. Нарезаем очень аккуратно, вот такими пропиливающими движениями. Печенье в начинке не хрустит. По вкусовым ощущениям оно напоминает мякоть пирожных макарон в начинке.
И вот такой торт у нас в итоге получается. Торт с очень богатым вкусом. Торт, я бы сказала, такой серьезный, мужской торт. Такой торт можно приготовить на любой мужской праздник. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.